Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан внезапно теряет сознание, Бэрон много говорит, чтобы вернуть его в чувство. Когда Бэрон спрашивает «С тобой все в порядке?», Дилан отвечает «Я устал». Харун и Ясмин беспокоятся о Дилане. Но Харун говорит Ясмин, что Дилан силен и будет сражаться, и придает ей боевой дух, чтобы она не расстраивалась. Говоря о том, как Ясмин Дилан черпает силы от своего ребенка, потому что она мать, она думает о своей матери и не может сдержать слез. Когда Ясмин говорит «Я не думаю, что ты один из них», а Харун спрашивает, что у тебя со мной проблемы и ты игнорировал меня весь день, Ясмин не плачет. Когда он кричит «Ноль гармонии, ноль химии», ты вообще не понимаешь, Харун говорит «Я не понимаю, что ты пытаешься сделать». Пока госпожа Сабиха целует и обнимает общее ожерелье Дилана и плачет, господин Кудрет видит ее сзади, но не идет к ней, чтобы не беспокоить ее. Гуль, напротив, засыпает на руках Ферата из-за истощения. В комнате Джихана он тоже плачет и жалеет Дилана. Пока Дилан спит, Бэрон зажигает плиту, а затем садится рядом с ним и ласкает его лицо. Когда Харун нападает на Ясмин, Ясмин не может говорить, потому что плачет. Он думает, как я могу загрязнять твой мир, если ты так хорош в жизни. Аарон чувствует себя плохо, когда Ясмин плачет. Пока Гуль спит на груди Ферата, она просыпается от грохота грома, доносящегося снаружи. Когда Дилан беспокоится о том, отсутствует ли он, Ферат успокаивает его, говоря «Не волнуйтесь, он не берет трубку из-за шторма. Баран найдет Дилана». Тем временем у Ферата на ладони есть рана, и когда Гуль замечает это, он хочет немедленно ее прочистить. Когда Гуль говорит, что мы можем пойти к врачу завтра, если необходимо, Ферат говорит, что его больше нет, и говорит, что это маленькая рана, главное, что большие раны нужно зажить. Бэрон изо всех сил пытается уведомить людей в особняке, потому что не может взять трубку. Когда он собирается выйти, Дилан просыпается, испуганный громом. Затем он держит барана за руку и говорит «Не уходи». По просьбе Дилана Бэрон записывает голос «Позвольте мне отправить голосовое сообщение Джихану, с нами все в порядке, мы укрылись в сарае, вы заберете нас утром», и Дилан кричит «С нами все в порядке». Пока женщина Сабиха расстроена и плачет, Хавен приносит ей что-нибудь поесть. Но госпожа Сабиха не ест его, и пока Хавен говорит «Извините, я не смогла привести вам вашу дочь», госпожа Сабиха говорит «Вы никогда не вводили меня в заблуждение». В этот момент Хевен вспоминает, что он тайно позвонил Гану Кудрету от Гэжи Савбихи, и пока он собирается признаться, госпожа Сабиха говорит «Позвольте мне проверить людей внутри», и уходит. Харун и Ясмин идут на кухню, чтобы приготовить что-нибудь поесть. Когда госпожа Кадер сообщает ей, что она приготовила стол, госпожа Азади приглашает Гэжу Сабиху к столу. Госпожа Сабиха, моя дочь плачет, потому что не знает, голодна она или хочет пить на улице в такой холод. Господин Кудрет говорит «Спасибо, судьба, ни у кого нет настроения есть». Тем временем к ним приходит Джихан и спрашивает, есть ли какие-нибудь новости от господина Кудрета, на что Джихан отвечает, что нет, но буря все еще продолжается. Приходит дядя Ахмед и говорит «Выздоравливайте скорее, я слышал, что случилось, да поможет вам Бог и желаю вам терпения». Затем он рассказывает им историю пророка Юнуса, чтобы поднять их боевой дух. Этим рассказом он говорит, что Дилан очень милостив и что Бог помилует его. Когда Дилан приходит в себя, он спрашивает барана, что случилось. Когда Бэрон спрашивает «Вы помните, что произошел несчастный случай?», Дилан отвечает «Я кое-что смутно помню». Бэрон дает краткое изложение того, что произошло дальше. Вместе с Харуном они готовят стол и заставляют Джавдета и Цеврии сесть за стол. Бэрон говорит Дилану, что ты всегда оставлял следы, чтобы мы могли тебя найти, она моя жена. Дилан говорит, что мне пришлось быть сильной ради своего ребенка, я боролась за него. Когда позже Бэрон спрашивает Дилана,
Ты помнишь аварию и как это произошло? Дилан объясняет, что на дороге внезапно появилась собака, и пока водитель собирался маневрировать, чтобы избежать удара, он потерял контроль над рулевым колесом. И нажал стоп-сигналы, но это не сработало. Затем, когда Сахиш спрашивает, как он себя чувствует, Баран говорит, что все в порядке, не волнуйтесь. Пока Ферат злится на себя за вопрос, почему он меня бросил, Джихан получает сообщение Барана на свой телефон. Все очень счастливы, Джихан говорит, как мне остановиться, и хочет пойти с Фератом. Господин Кудрет, садитесь на свое место, если Баран скажет завтра, он помешает вам, сказав завтра. Когда госпожа Азади сказала Гэже Сабихе, вы видели. Я говорила вам, что Баран спасет ее, госпожа Сабиха сказала. Дилан очень повезло, что у нее есть семья, которая ее так сильно любит, говорит господин Кудрет. Нам действительно повезло, потому что у нас есть такая невестка, как Дилан. Затем, когда они получают эту благую весть, они все вместе садятся за стол. Когда Гуль звонит Цеврии и сообщает ей, что Дилан найден, они очень счастливы и начинают с удовольствием есть. Баран находит что-нибудь поесть в хижине, где они остановились. Между тем, когда Дилан говорит, что он знает, что наш путь всегда ведет к хижине, Баран говорит, что на этот раз мы пришли большей толпой, и они помнят время, когда Баран был ранен, и они укрылись в хижине. Потом вспоминает, как он предложил жениться, это все было в избе. Когда Дилан спрашивает, что мы будем делать, когда уйдем отсюда, Бэрон говорит, что мы хорошо позавтракаем. Дилан говорит, но только если ты это приготовишь, и Бэрон обещает. Когда Ясмин сидит на своей кровати, она вспоминает момент, когда обняла Харуна. Приходит Цеврия спросить его, как дела, он говорит, как все прошло хорошо, с тобой будет то же самое. Когда вы говорите, что не разговаривали с Харуном, Ясмин говорит, что его сердце прекрасно, я не хочу его разбивать, любовь не такая. Цеврия говорит, я думала, что это любовь с первого взгляда, но любовь не такая, она случается со временем. Когда Цеврия говорит Харуну не закрывать двери, Ясмин говорит, что Цевроша нет, я ничего к ней не чувствую. Затем Цеврия покидает Ясмин, говоря, чтобы ты не решил, я всегда буду с тобой. Наступает утро, и когда Дилан просыпается, он не находит рядом с собой Барана, поэтому сразу же встает. Дилан подпрыгивает от страха, когда дверь внезапно открывается. Баран собрал немного дров и отправил Джихану с телефона координаты. Дилан очень счастлив, Бэрон говорит ему, что мы идем домой, ты, я и наш ребенок. Вместе с Джиханом, Гулем и Фератом они пытаются определить местонахождение баранов. Когда госпожа Сабиха спрашивает, почему я не пошла, госпожа Азади злится и говорит, извините, вы в настроении идти. Харун и Ясмин уходят на работу и одновременно заходят в магазин. Бэрон теряет терпение и продолжает смотреть в окно. Когда Дилан спрашивает, стоит ли нам позвонить, Бэрон берет трубку, чтобы позвонить, а когда он говорит, что батарея разряжена, Дилан беспокоится о том, что делать дальше. В этот момент дверь открывается и входят Ферат, Гуль и Джихан. Гуль принес Дилану одежду и хочет переодеться. Баран говорит, что нас нет, и они выходят, а Гуль помогает Дилан переодеться. Когда Ясмин написала список ингредиентов рецепта на немецком языке, Харун сказал, мне нужен переводчик, чтобы это понять. Ясмин не осознает, что пишет по-немецки, потому что отвлекается. Тогда он злится на Харуна и отправляется в путешествие. Когда они выходят из-за стола, Цеврия говорит Джавдету, смотри, эта девушка влюблена в Хааруна, я пишу сюда. Баран говорит Джихану и Ферату, что хижина показалась им очень трудной, и они говорят, что не понимают, как произошел этот несчастный случай. Затем Бэрон рассказывает историю несчастного случая с Диланом, как и он сам. Пока Бэрон говорит, ну ладно, давай вернемся в особняк и посмотрим, слышны крики Дилана. Баранс вбегает внутрь и обнаруживает, что у него течет кровь, а Дилан внезапно теряет сознание, плача. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео.
Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.